Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Тайга не прощает ошибок. Здесь, на севере, где сосны подпирают свинцовое небо, а мох пропитан ледяной водой, жизнь и смерть ходят рука об руку, словно старые приятели. Был конец октября, самое гнилое время года. Снег еще не лег окончательно, но земля уже промерзла, превратившись в камень. Ветер, пронизывающий до костей, срывал последние бурые иглы с лиственниц. Патрульный УАЗ-буханка с трудом пробирался по разбитой колее. За рулем сидел старший инспектор охотнадзора Михаил Трофимов, коренастый мужчина с обветренным лицом и глазами цвета выцветшего мха. Рядом дремал его молодой напарник, стажер Алексей. «Глухо», — пробурчал Михаил, вглядываясь в серо-зеленую чащу. Зверь залег. Тишина такая, что в ушах звенит. Они объезжали дальний квадрат лесничества. Обычная проверка. Браконьерские петли, следы незаконной рубки, мониторинг миграции. Машина дернулась и заглохла. Михаил чертыхнулся, вышел наружу, и лес тут же обрушил на него свою тяжелую давящую тишину. Он решил пройтись пешком, пока двигатель остывает. Чутье, то самое шестое чувство, которое вырабатывается годами жизни в лесу, тянуло его в сторону оврага, поросшего густым кустарником. Спустившись вниз, Михаил заметил неестественное пятно на фоне пожухлой травы. Это была волчица. Мертвая. Судя по инею на шкуре, уже пару дней. Следов пуль не было. Скорее всего, старость или болезнь, а может, схватка с медведем, закончившаяся фатально позже. Но внимание егеря привлекло не тело матери. Чуть поодаль, полузасыпанный опавшей листвой, лежал серый комок. Михаил осторожно подошел. Волчонок. Совсем крохотный, месяца полтора от роду, не больше. Он лежал свернувшись, но дрожь била его так сильно, что, казалось, вибрирует сама земля под ним. «Лёшка!» — крикнул Михаил, не оборачиваясь. «Неси плед! Живо!» Волчонок даже не зарычал, когда большие теплые руки человека подняли его. Он был невесом, как пушинка. Шерсть свалялась, на боках проступали ребра. Но страшнее всего были глаза. Обычно у волчат они ясные, янтарные или голубые, а у этого были затянуты мутной, белесой пеленой. Взгляд, устремленный в никуда. Зверек попытался дернуть лапой, но движение вышло хаотичным, пьяным. Координация была нарушена полностью. «Доходяга!» — выдохнул подоспевший Алексей, глядя на находку с жалостью. «Не жилец он, Михалыч. Смотри, он уже остывает». «Не каркай!» — отрезал старший егерь, засовывая волчонка себе за пазуху, прямо к свитеру. «Пока сердце бьется, будем бороться. Заводи машину. Едем на кордон». Кордон охотнадзора представлял собой крепкий бревенчатый сруб, окруженный хозяйственными постройками и несколькими вольерами. Здесь пахло дымом, сосновой смолой и немного бензином. В доме жарко натопили печь. Волчонка устроили в коробке, укутав в шерстяные одеяла, положили рядом грелки с горячей водой. Михаил развел специальную смесь для выкармливания щенков. Благо, на кордоне всегда был запас ветеринарных препаратов. Но малыш отказывался есть. Он лежал пластом, иногда издавая тонкий, едва слышный писк, похожий на скрип старой двери. Этот звук резал по сердцу сильнее, чем вой взрослого волка. Прошел час. Второй, третий. У него гипотермия глубокая, констатировал Михаил, щупая нос зверька. И стресс. Он потерял мать, долго лежал на мерзлой земле. Грелки не помогают, Леша. Он не держит тепло. У него внутри холод, понимаешь? Психологический холод. Ему нужно живое тепло. Биение сердца. Алексей устало потер переносицу.
«Михалыч, я могу его к себе в спальник взять, но я ворочаюсь, раздавлю еще. Да и запах. Это все-таки дикий зверь, хоть и маленький». Михаил подошел к окну. На улице сгущались сумерки. Взгляд его упал на ряд вольеров во дворе. В одном из них, самом дальнем и утепленном, жила Рыжка. Рыжка была местной легендой и всеобщей любимицей. Обыкновенная лисица, попавшая в капкан браконьеров 3 года назад. Егеря выходили ее, но передняя лапа срослась неправильно, и в дикой природе Рыжка бы не выжила. Она осталась жить на кордоне, превратившись в нечто среднее между сторожевой собакой и капризной кошкой. Характер у нее был скверный, она ворчала, огрызалась на чужаков, но своих признавала. «Есть идея», — медленно проговорил Михаил. «Ты с ума сошел?» Алексей округлил глаза, поняв ход мыслей напарника. «Рыжка! Она же лиса! Это волк! Это вечные враги! Она его задушит, как только почует, или он ее цапнет. Он сейчас даже муху не обидит», — возразил Михаил, беря коробку с волчонком. «А Рыжка... Она хоть и вредная, но мать. У нее инстинкты никто не отменял. Рискнем. Другого выхода нет, до утра он в коробке не дотянет». В вольере пахло сеном и мускусом. Рыжка, свернувшись калачиком в своем домике-будке, подняла острую мордочку, когда дверь вольера скрипнула. Ее черные глаза-бусинки настороженно следили за Михаилом. Егерь двигался медленно, ласково разговаривая с лисой. «Тише, Рыжуля, тише, девочка. Я не один. Я принес тебе гостя». Он опустился на колени перед входом в будку и аккуратно выложил дрожащий серый комок на солому. Рыжка напряглась, шерсть на загривке встала дыбом. Она издала низкое, гортанное рычание. Предупреждение. Запах волка, пусть и такого маленького, был запахом смерти, запахом опасности, прошитым в ее генетическом коде. Алексей, стоявший за ограждением с ружьем наготове, на всякий случай, шепнул: «Михалыч, убирай его. Она сейчас кинется». «Жди», — цыкнул Михаил. Волчонок, почувствовав смену обстановки, жалобно заскулил. Он был так слаб, что даже не мог поднять голову. Он просто звал на помощь, не разбирая, кто рядом. Друг или враг. Этот звук что-то переключил в голове лисицы. Рычание оборвалось. Рыжка вытянула шею, ее нос затрепетал, втягивая воздух. Запах волка смешивался с запахом болезни, молока и безнадежности. Она сделала шаг. Еще один. Понюхала серую шерстку, волчонок дернулся и ткнулся влажным носом ей в бок. Секунда тишины показалась вечностью. А потом Рыжка сделала то, от чего у суровых мужиков перехватило дыхание. Она легла вокруг волчонка, свернувшись кольцом, и начала вылизывать его мордочку. Шершавый язык методично проходил по грязной шерсти, убирая налет, массируя кожу, разгоняя кровь. «Приняла», — выдохнул Алексей. «Греет», — улыбнулся Михаил, поднимаясь с колен. «Теперь точно выживет». В ту ночь волчонок впервые за долгое время уснул глубоким, спокойным сном. Температура его тела начала подниматься. Рыжее, пушистое тело лисы работало лучше любой печки. Она не отходила от него ни на шаг, грея своим дыханием и теплом своего живота. Утром он впервые поел. Жадно, захлебываясь, выпил бутылочку смеси, которую Михаил просунул в вольер. Рыжка наблюдала за процессом строго, но не вмешивалась. Назвали его найденышем, но имя не прижилось. Стали звать просто «Волчок», а потом, когда он окреп, «Север». Восстановление шло удивительными темпами. Через неделю мутная пелена с глаз спала, открыв миру ясный умный взгляд будущего хищника. Через 2 он уже уверенно стоял на лапах. Это была странная сюрреалистичная картина. В вольере жили 2 извечных лесных антагониста
Старая хромая лиса с огненно-рыжей шкурой и неуклюжий лобастый волчонок с несоразмерно большими лапами. Север обожал Рыжку, он считал ее своей матерью, своим миром. Едва проснувшись, он тыкался носом ей в ухо, приглашая к игре. Рыжка ворчала, иногда делала вид, что кусает его за холку, но в ее движениях сквозила бесконечная нежность. Он копировал ее во всем. Лиса умывалась лапой. Север неумело тер нос своей огромной пятерней. Лиса настораживала уши на звук птицы. Север замирал, пытаясь понять, что они слушают. Лиса сворачивалась калачиком. И волчонок пытался скрутить свое быстро растущее тело в такой же компактный клубок, хотя его длинные ноги вечно торчали в разные стороны. «Смотри, Леха», — смеялся Михаил, наблюдая за ними через окно. «У нас растет первый в мире лиса-волк. Он даже тявкает, как она». Действительно, Север не выл. Он издавал короткие, отрывистые звуки, подражая лисьему лаю. Зима вступила в свои права. Снег завалил кордон по крыше. Волчонок рос не по дням, а по часам. К 3 месяцам он уже догнал Рыжку по размеру, а к 5 перегнал. Его игры становились грубее, волчья сила просыпалась в нем. Иногда, играя, он прикусывал Рыжку слишком сильно, и та огрызалась по-настоящему, загоняя наглеца в угол. Север тут же падал на спину, подставляя брюхо. Поза полного подчинения. Он признавал ее главенство, несмотря на то, что физически уже мог бы ее раздавить. Для сотрудников кордона это время стало уроком. Они видели, как стираются границы видов, как простое тепло и забота способны переписать законы природы.